Привет, друзья! Сейчас мы выберем поставщика тестов, который нам нужно будет сдать в Великобритании. Я лечу в Великобританию с Коронаваком. Коронавак не принят, не одобрен в Великобритании, поэтому я нахожусь в статусе не полностью вакцинированного лица. Если вы вакцинированы Pfizer, Moderna или AstraZeneca или Janssen, у вас немножечко другие правила, немножко все легче. Потому что вы можете сдать на второй день только тест-антиген уже по прибытию. Купить его можно там же, поэтому схема одинаковая, чуть легче. Я беру более сложную схему, поскольку я считаюсь не полностью вакцинированной и должна забронировать и оплатить тесты на второй и 8-й день. Здесь на сайте gov.ua и можно выбрать поставщиков таких тестов, их целая куча. То есть выбрать тест, который вам нужен, и пройти по каждой ссылочке, выяснить, сколько это стоит. Но я уже это делаю не первый раз, и уже не первый раз выбираю определенного поставщика тестов, мне очень удобного, это Expert Medicals. Ссылочку на Expert Medicals я вам оставлю. Вот как выглядит этот тест, он стоит на сейчас 50 фунтов, и я его покупаю с вами. Выбираю дату прибытия. И проверяю цену, не увеличится ли она в зависимости от доставки. Здесь уже введен мой адрес, по которому мне пришлют домашние наборы 2 для мазка, которые я потом отправлю почтой непосредственно обратно в Expert Medical. Единственное, перейду на английский язык. Доставка у меня свободная, бесплатная, и мне остается только ввести данные своей кредитной карты. Обратите внимание, здесь биллинг-адрес кредитной карты, конечно, не будет совпадать, если вы летите из Украины и карточка у вас украинская. Соответственно, я здесь ввожу другой биллинг-адрес, не тот, который у меня по шиппингу. Данные же показывать не буду. Итак, мне показывает все мои итоговые данные. Это электронная почта, по которой они будут со мной общаться, адрес на доставки пакета, показывает метод, что мне бесплатная почтовая доставка. Я ввела данные своей карточки и должна теперь завершить заказ. Тут я не могу, конечно, показать вам данные. Так, дальше мы видим транзакцию, все payment детали, адрес и так далее. И я могу оплатить. Все, пакет куплен. И теперь нам нужно получить письмо о покупке. Вот оно уже и пришло. И в этом письме вот этот номер нам понадобится для внесения в форму, в PLF-форму, внесения номера бронирования теста. Все просто. И на этом пока все. Пока.